Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему его мысли о вас сегодня. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет в описании под видео. Выбирайте, пожалуйста, свою колоду. И давайте будем смотреть. Кому нужно, ставьте на паузу. Итак, первая, вторая, третья. И начиная с первой позиции, давайте посмотрим, каковы же мысли загаданного человека у вас сегодня. Итак, что же он думает? Его мысли о вас сегодня. Переживает. Переживания какие-то серьезные из-за неопределенности. У многих здесь треугольники отыграются. Вот смотрите, тройка мечей. Во-первых, это влияние третьих лиц. Во-вторых, это могут быть какие-то переживания, ссоры, связанные с неопределенностью. Если ссоры, однозначно думает о том, чтобы помириться, примириться. Если же треугольник, его, да, конечно же, тяготит эта ситуация, но он не готов ваши отношения отпускать, вот какими бы они ни были. Еще думает о вас. У многих здесь отыграется, знаете, вот как отдаление, пребывание на расстоянии. У многих здесь будет либо ссора, прекращение отношений, либо та ситуация, когда приходится быть на дистанции, и ему без вас очень одиноко. Если ссора, то может даже, знаете, очень переживать о том, что отношения разрушены, да, бояться того, что не будет возобновления, не будет восстановления отношений. Без вас ему одиноко, сейчас очень старается разобраться в себе. И по 8 кубков, знаете, это всегда уход для того, чтобы вернуться. У многих, да, здесь будет поездка какая-то, вследствие которой нужно будет делать выбор. Но выбор делать он не может. Здесь, вот знаете, такое ощущение, что все вместе. И влияние третьих лиц, обстоятельств, и расстояние какое-то между вами. Нужно делать выбор, но выбор человек делать не может. Он надеется вернуться и отказаться, да, от чего-то он не может. Здесь ему так и хочется сохранить эти треугольники, хочется усидеть на 2 стульях. А почему не может делать выбор? Почему? Ждет чего-то. Смотрите, здесь отыграется какое-то, вот знаете, взаимодействие. Он от кого-то из вас зависим, да, либо от вас, он от вас не может отказаться, либо же от вашей соперницы не может отказаться. Так, а еще с какой стороны? Здесь может быть и то, что у вас есть соперник, и вам нужно делать выбор, но давайте посмотрим поточнее. Здесь совершенно точно отношения тайные, но у всех, да, у всех отыграется по-разному. У кого-то с вашей стороны треугольник, у кого-то треугольник со стороны того человека, на которого вы смотрите. А что он вообще намерен делать? Что он вообще, на что надеется, что планирует? Очень надеется на перемены, очень надеется обойти острые углы. Он не хочет здесь делать выбор, он не будет делать выбор. Семьи здесь останутся нерушимы. Семьи здесь абсолютно нерушимо останутся. Да, здесь иерофант, брак. Дети очень важны для человека, да, если детки есть либо у вас, либо у него, то наличие детей, оно является камнем преткновения. И такое чувство, что вот если он в других отношениях, вот наличие детей, оно является тормозящим фактором, потому что в случае, если он от кого-то откажется, да, здесь у него как будто бы может прекратиться либо контакт с детьми, да, либо общение с детьми может прекратиться. Поэтому так и будет он, знаете, вот лавировать, пребывать вот в этом состоянии, когда он балансирует просто, когда он просто лавирует.
Он не готов давать конкретику вам. Он любит, но не готов давать чего-то конкретного. Придется чем-то пожертвовать, а он жертвовать, во всяком случае, на сегодняшний день не готов. Он постарается выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Он постарается, знаете, вот как-то всех перехитрить, всех переиграть. Не готов ответственность брать, постарается договориться, постарается найти компромиссы, но менять он ничего не готов. Вот он хочет сидеть в той зоне комфорта, в которой он находится. Для него вот этот вот треугольник, который между вами, он, да, тревожен, он переживателен, но ему так лучше, чем с теми переменами, возможности для которых он пока может увидеть. Давайте посмотрим вам совет. Меняйте. Здесь нужны перемены. Причем, да, вы их боитесь, но страхи здесь, они надуманы, страхи здесь беспочвенные. Здесь нужны перемены, здесь нужно переводить отношения в другой формат. Либо ставить точку, либо же вот именно менять, переводить их в другое русло. Вам нужна стабильность. Вам важно сконцентрироваться на той роли, когда вы сможете почувствовать себя стабильной женщиной в роли матери, в роли жены, в роли, когда у вас есть вот именно почва стабильная под ногами, а не пустые обещания. Благодарю единички. Буду рада, благодарна обратной связи. Итак, давайте рассмотрим вторую позицию. Его мысли о вас сегодня. Его мысли о вас сегодня. Весь в страхах, весь в переживаниях. Потерянные шансы. И не понимает, что ему делать. Все плохо, плохо, плохо. Боюсь и чувствую себя никак. И шансов-то у меня нет. И что делать, я не знаю. Определиться не готов. Здесь тоже треугольник. Двоечек тоже треугольник, императрица. Либо он женат, у него есть законная супруга, либо вы в статусе жены. Он к вам с чувствами однозначно. Треугольник. Да, есть чувство, есть любовь, но такое ощущение, что он упустил какие-то шансы, упускает какие-то шансы. Он был неправ перед вами, понял свои ошибки, готов начинать все с чистого листа. Но, смотрите, ошибки-то он понял, а начать-то с чистого листа хочет по своему сценарию. Какие ошибки он понял? Давайте посмотрим. Какие ошибки понял? Ну, что важна семья. Важна для него семья. Здесь все-таки, смотрите, если вы в роли супруги, да, вы смотрите на мужа, либо у вас стабильные отношения, он на кого-то обратил внимание, то он понимает, что семья, стабильность для него превыше всего. Если же вы не в браке находитесь, то здесь он понял ошибку, что он изначально, да, либо обратил внимание вот на несвободную женщину, либо вышел из вот этого покрова семьи, да, вышел из лона семьи, пошел в какое-то вот другое увлечение. А по каким правилам он будет продолжать игру? Как он? Ну, здесь видно, что семья в приоритете для него. Десятка мечей. И он все равно будет тайные отношения поддерживать, понимаете? Он хочет усидеть на двух стульях. И семью хочет сохранить, и тайные отношения тоже хочет. Если женат, то здесь прям, знаете, жена его за горло держит, понимаете? И ему нужно выкручиваться. Он не может прекратить общение ни с вами, ни с вот этой вот мечевой королевой, да, ни с этой супругой своей, совершенно не может, и он будет стараться как-то вот лавировать, как-то выкручиваться. Другое дело, что сейчас понимает, что придется вот именно манипулировать, выкручиваться, потому что ситуация у него максимально тупиковая. Будет стараться подстраиваться под ситуацию, но прежде он, знаете, он как-то уйдет как будто бы в тень для того, чтобы ему понять, как ему действовать, как ему выстраивать шаги.
Что еще думает? Он будет ждать, наблюдать. И когда поймет, как ему действовать, он будет вот прям стараться. Он отпускать, сдавать свои позиции абсолютно не намерен. Здесь хочет все и сразу. Такой товарищ, да, побежден, но не сломлен. Он действительно напуган текущей ситуацией, но он не готов сдаваться. Он будет одерживать. Посмотрите, 5 мечей — это победа любой ценой. Он может юлить, он может, вот знаете, как ножи в спину. Он может использовать даже самые некрасивые методы, самые нечестные методы. Но ему важно, чтобы сейчас все было так, как он хочет. Он вот настроен прям решительно. Он не отступится, он свои цели реализует. Он настроен посидеть на 2 стульях, будет хитрить, юлить, манипулировать. Настроен сохранить и одни, и вторые отношения. Поэтому здесь такой товарищ хитромудрый. Побежден, но не сломлен. Давайте посмотрим для вас совет. Для вас совет посмотрим. Нужны перемены. Держите ситуацию под контролем, держите руку на пульсе. Во-первых, его бдительность усыпите чувствами, романтикой, нежностью. Не подавайте ему вида, что вы, знаете, вот как-то контролируете ситуацию. Ни в коем случае не давайте ему понять, что вы тоже владеете ситуацией, что вы о чем-то знаете. Знаете, вот пребывайте, так скажем, в счастливом неведении, точнее, играйте роль женщины, которая пребывает в счастливом неведении. Будет стечение обстоятельств, когда нужно будет ситуацию менять, и в этот момент важно будет предпринять какие-то шаги. Давайте посмотрим, какие. Уцепиться за свое, сохранить стабильность, да, где-то проявить милосердие, где-то, наоборот, выстроить жесткие границы, но вам важно сохранить то, что вы имеете, вам важно защитить свои интересы. И умение держать ситуацию под контролем. У многих отыграется возможность поездки либо переезда. Не упустите эту возможность. Здесь в любом случае нужны перемены, и вам в этих переменах важно взять бразды правления в свои руки, чтобы не он стоял у руля, а чтобы вы ему диктовали условия, как ему действовать, как ему быть. Руководствуйтесь своими интересами. Вот знаете, вот прям стойте на своем, да. Изначально не давайте ему, не подавайте ему виду, что вы в курсе, пусть он расслабится, и вот когда будут вот эти возможности для перемен, вот тогда уже шах и мат. Благодарю двоечек. Идем к 3-й позиции. Давайте посмотрим его мысли о вас сегодня. Его мысли о вас сегодня. Так, ну, наблюдает за вами, возможно, вы на расстоянии находитесь, и он надеется на создание счастливого семейного союза с вами, но по своим правилам. Еще раз. Создание семьи актуально для тех, у кого все свободны. Для тех, кто не свободен, наблюдает за вами на расстоянии, сделать сейчас ничего не может, ограничен. Скорее всего, из-за того, что находитесь вы на дистанции. Нужны какие-то перемены. Прям, знаете, вот борется с обстоятельствами. Борется с обстоятельствами. А что за обстоятельства? Что за препятствия какие-то? Что-то вам мешает. Вы как будто вот на дистанции. Слушайте, а у многих отыграется рыцарь мечей. У многих отыграется, что мужчина решает какие-то вот вопросы, возможно, даже военного характера, да, может быть, в армии у кого-то там, я не знаю, какие-то серьезные моменты, когда мужчина вынужден вот именно воевать. И знаете, вот как живет надежда, что я вернусь, я приеду к тебе, я тебя увижу, и у нас все будет хорошо. Почему тут... Но здесь 5 мечей, скорее всего, не в ваш адрес отыгрывается, а это вот именно победа, именно борьба за ваши отношения. Да, что еще думает?
Не просто трудности, правосудие. Ну, так должно быть, так должно случиться. Вы знаете, у всех разные обстоятельства, да, большинство здесь военные какие-то вот такие... Знаете, моменты, когда мужчина уехал там по долгу службы, может быть, это какая-то там командировка, но это должно было случиться. Он не по собственной воле туда уехал. Правосудие — это вот именно контракт, работа, командировка. Нужно справиться, очень вас любит. Знаете, да, но здесь любовь однозначно. Любовь и вот эти вот карты борьбы, они не против вас, они за вас. Здесь действительно человек хочет, вот знаете, все трудности преодолеть, приехать и создать с вами семью, счастливый союз. Он поборется. Он прям, знаете, вот сейчас ничего не может сделать, но он будет бороться. Есть вот эти ограничения, которые ему мешают. По долгу службы, по работе уехали. По работе... Очень нуждается в вашей поддержке, очень нуждается в вашей женской энергии. Знаете, вот хотя бы теплые слова, которые могут его приободрить. Вообще мужчина очень самодостаточный. Но на сегодняшний день для того, чтобы... Да, по работе уехал. Для того, чтобы чувствовать себя победителем, ему нужна ваша поддержка. Очень думает о вас много. Вот прям очень думает много о вас. Порой даже, знаете, вот приходится ему закрываться от этих мыслей. А почему закрывается-то? Скучает, что ли, сильно? Порой даже закрывается, потому что тяжело ему. Ему тяжело, он чувствует вот эту вот разлуку. Да, между вами расстояние, и ему больно, ему сложно, ему тяжело. Ему нужна ваша энергия. Что он хочет? Вот что он хочет? Давайте посмотрим. Но он хочет одержать победу. С одной стороны, знаете, он считает, что вот эта разлука, она как проверка на верность, да, проверка на прочность ваших отношений. И он хочет, чтобы скорее, знаете, вот все успокоилось. Причем он не делает ставки на то, чтобы это случилось там в считанные дни, в считанные там минуты. Умеренность — это карта терпения. Он понимает, что здесь нужно набраться терпения. Очень хочет, чтобы вы также это терпение проявили, и хочет прийти победителем. Рыцарь жезлов, вот прям, знаете, вот с победой, как ворваться, примчаться там, да, я пришел, я действительно король жезлов, да, рыцарь жезлов, король жезлов — это победитель. Это мужчина, который проявил силу, но он придет не только как победитель, он придет к вам с чувствами. Он где-то там победитель, грозный лев, а при вас он котенок. При вас он вот именно тот человек, который нуждается в вашей поддержке. И он поймет, что все разногласия, которые у вас были до этой разлуки, это все мелочи. То, что вы все преодолели, то, что вы все сумели, всему сумели противостоять, да, ну совершенно верно. Он очень ждет вашей поддержки. И как победа, туз мечей очень часто на заключение брака. Знаете, вот такое ощущение, что я приеду к тебе с победой, и одержу еще одну победу. И этой победой будет создание нашей с тобой семьи. Десятка кубков. Больше не буду даже ничего доставать. Здесь на расстоянии, далеко, тяжело, по работе, трудности, сложности. Как только вернется, очень все хорошо будет у вас. Поддерживайте его, подбадривайте его, потому что ему ваша энергия сейчас нужна. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.